Это Roblox. Миллионы игр, миллиарды долларов и то, без чего ты не представляешь любую игру. Чат – место, где ты договариваешься о сделках в режимах, кричишь за мной или просто тусишь, разговаривая с друзьями. Но что если я тебе скажу, что дни чата сочтены и скоро его хотят закрыть? Да, ты не ослышался, скоро платформа, построенная на общении, может полностью его уничтожить. И сегодня мы докопаемся до самой сути. Ты узнаешь невероятную правду о том, что готовит Roblox, историю, которую почему-то все забыли, и реальную причину, почему это касается именно тебя. Досмотри видео до конца, ведь оно будет действительно интересное. А также подписывайся на канал и ставь лайк на видео для его продвижения. Кстати, если ты давно интересовался, где купить робуксы выгодно и без обмана, могу посоветовать тебе сайт Starwell. Starwell — это биржа игровых товаров. Например, нам нужны робуксы. Выбираем специальный отдел и ищем продавца. Дальше пишем количество робуксов, которые хотим получить, и никнейм, на который они придут. Я выбрал 200 робуксов за 113 рублей. Со мной связался продавец, и вот мои робуксы уже идут ко мне на профиль. Оплатить здесь можно любым удобным для тебя методом. Starwell — это быстро, удобно и без лишнего риска. Ссылки на сайт и соцсети будут в описании и в закрепленном комментарии. Чтобы понять будущее, нужно немного заглянуть в прошлое. 2006 год, Roblox только родился, и чата в том виде, в каком мы его знаем, не было. Правда, была похожая система сообщений. Медленно, неудобно, но в 2008-2009 годах случается революция. Появляется тот самый чат в играх. Это взрывает популярность платформы, люди наконец-то могут общаться в реальном времени, и всем это нравится. Помнишь этих парней? Гости. Когда их только добавили, они не могли писать в чат, и у них были заранее заготовленные и проверенные фразы, которыми они могли обмениваться, как во многих популярных играх. Гости не могли покупать предметы, менять внешний вид, и у них была масса ограничений. Но все равно в интернете ходят слухи про хакеров, которые через гостей мешали обычным игрокам, используя эксплойты. И это была первая бомба замедленного действия. Компания впервые столкнулась с проблемой, как контролировать миллионы анонимных пользователей, и решение было радикальным. В 2017 году Roblox впервые пошел на жесткие меры. Они безвозвратно удалили возможность играть в качестве гостя. И официальная причина — безопасность. Неофициальная — они поняли, что не могут контролировать анонимных пользователей. Это была генеральная репетиция того, что происходит сейчас. Гости исчезли, но проблема осталась. Система фильтрации чата стала превращаться в монстра. Она банила за безобидные слова, ломала общение и вызывала волну возмущения. Roblox впал в паранойю. Каждое сообщение сканировалось, каждое слово под подозрением. Но этого было мало. Все из-за того, что любые русские слова и слова других языков Roblox'ом воспринимаются чуть иначе, из-за того, что они переводятся. Вы, наверное, даже видели баны за обычное «привет» или какое-нибудь другое нелепое слово. Следующим шагом стал голосовой чат. Казалось бы, крутая фича, но за нее потребовалась верификация по документу, паспорт или водительские права. В интернете говорят, что Roblox не просто так начал собирать твои биометрические данные. Звучало как оправданная мера, да? Но это был лишь тест. Самое главное доказательство — это то, что недавно Roblox выкатил целую статью, которая подтверждает самые худшие опасения. Давай разберем ее по косточкам. В начале следующего года пользователи будут обязаны проходить проверку возраста для доступа к чату на Roblox. Слышишь? Обязаны. Это не опция, не можешь, если хочешь. Это приказ. С начала нового года без проверки ты станешь изгоем в своей же игре. А на секундочку вспомните изначально, какая цель появилась у Roblox'а после его создания. Предоставить пользователям платформу для творчества, игры и общения. Пользователи делают короткие видео-селфи в приложении Roblox. Технология оценки возраста, поэтому видео-селфи оценивает возраст пользователя. Ты отдаешь им свое лицо, твое видео-селфи. Они говорят, что это анонимно, но есть люди, которые так не считают. Например, когда я листал форум разработчиков, один мужичок там написал вот такую
фразу. Это, конечно, все замечательно, но как Roblox сможет доказать своим пользователям, что селфи несовершеннолетних пользователей безопасно обрабатываются и идеальным образом только обрабатываются на локальном устройстве? Лично у меня подтверждена личность, но это потому, что я взрослый и работаю на этой платформе. Я не чувствую себя комфортно с тем, чтобы лица моих братьев и сестер и моих детей сканировались и отправлялись третьей стороне. Осведомлен ли Roblox о том, что это может непропорционально повлиять на социальный опыт? Например, ролеплей проекты, которые зависят от того, чтобы все могли общаться. И на самом деле это действительно интересная мысль, на которую пока что никто еще не дал ответа. Если проверка возраста не соответствует вашему реальному возрасту, у вас есть возможность пройти верификацию по ID. Опять же, отправь свой паспорт, если наша программа дала небольшой сбой. Она давала уже сбой. Кто не знает, система проверки возраста по лицу в Roblox есть уже давно. И я видел новость о том, что обычный школьник, который делал UGC аксессуары для Roblox, подтвердил свой возраст, используя 3D-модельку, которую он сам же сделал в программе для 3D-моделирования. Как будто гений, но с другой стороны наглядный показатель хорошей системы. Я толком не знаю, как она работает, но если все настолько неоднозначно, то, наверное, можно показать фотку какого-нибудь мужика и к тебе не будет вопросов. Понятное дело, это нарушение правил, скорее всего. Если ты так сделаешь, очевидно, к Roblox не будет претензий, ведь ты обошел систему. Но как будто это не особо решает проблему, на которую так долго и активно жалуются. Я бы сказал, даже бесполезная вещь, потому что дети могут показать фотку взрослого и будут дальше общаться. Опять же скажу, не особо знаю, как работает эта система, но очевидно, обход найдут. Примерно так же, как это делали с voice-чатом. Просто брали паспорта родителей и создавали голосовой чат. И это обязательная проверка. Значительная часть пользователей, особенно дети, у которых нет ID-проверки, или те, кто боится отправлять свое селфи, теряют возможность писать в чат. Они буквально становятся немыми и могут только слушать и смотреть. Многие популярные ютуберы уже говорили, что сам Roblox перестал общаться со своим комьюнити уже очень давно. Конечно, у них были попытки наладить общение, но как будто это вовсе не нужно, если они таким способом обрубают чат игрокам. Самое главное, они не удалят чат технически, они сделают его недоступным для большинства. Люди, возможно, перестанут играть из-за того, что просто не захотели отправить свое селфи. И это не теория заговора, это логичный финал пути, который Roblox начал в 2017 году с удаления гостей. И именно так считают многие люди с форума разработчиков, но другая их часть, наоборот, подробно расписывает про то, что люди сами жаловались на плохую безопасность, типа развелось слишком много PDF-файлов на платформе, а сейчас почему-то ноют, и им опять что-то не нравится, а ведь кто-то просто играет на главном страхе за детей. Но на самом деле, кому от этого будет проще? Разве пользователям, которые не смогут пообщаться в чате с друзьями? Да и даже друзей в Роблоксе уже нету, они называются подключения или связи, называйте как хотите. Или Роблоксу, ведь сделав это, а это будет обязательным уже в следующем году, к ним не будет претензий по поводу хищников, ведь они закрыли чат маленьким игрокам, а те, кто обошли запрет, чтобы поиграть с друзьями, нарушили правила платформы, скорее всего. Во-первых, очень жаль таких людей и очень жаль комьюнити. Roblox старается обезопасить платформу, даже прибегая к таким радикальным методам. Уже даже появилась теория о том, что Roblox специально заставляет скачивать их приложения на мобильное устройство. Ведь если вы играете на консоли или компьютере, а у вас нету веб-камеры, то вам дают QR-код, отсканировав который вас перебросит во вкладку с подтверждением. Но у людей может просто не быть телефона, например, или желание делать какое-то там селфи в обмен на общение с друзьями. Насколько я знаю, следуя из обсуждения разработчиков на форуме, все происходит через специализированную компанию, которая уже много лет занимается проверкой возраста по селфи. Но единственная и огромная проблема, за которую так сильно все переживают, не будет ли утечки всей вашей информации. Ну, скорее всего, только селфи несовершеннолетних и других людей, если даже в статье сказано, что информация хранится в течение 30 дней. А это, очевидно, новая функция, и как бы там случайно не оказалось где-нибудь дыр в коде, из-за которых могут быть утечки.
Об этом не раз говорили разработчики на Dev-форуме, даже приводили в пример утечку Zendesk Discord, поэтому что-то не хочу, но я обязан, если есть желание общаться в чате Роблокса. Всегда, когда происходит какая-то странная вещь, я вспоминаю фразу Роблокса. Что-то в духе «мы анализируем наши действия наперед и берем за них ответственность». И это может быть лишь подготовка к чему-то действительно серьезному. Хотя их ответственность это тоже что-то смешное и странное, потому что в одном из своих роликов я говорил, что компания просто отмахнулась на претензии по поводу безопасности платформы, сказав, что эти действия были более 5 лет назад, и типа тогда была не настолько крутая безопасность, как сейчас. Что-то не похоже на ответственность, но да ладно. В общем, как будто новое, странное обновление. А ты что думаешь? Пиши обязательно в комментарии. Подписывайся на канал и ставь лайк на это видео для его продвижения. А также в моем телеграм-канале проходит конкурс на 1000 робуксов, в котором каждый из вас может поучаствовать и выиграть. Ссылка, если что, есть в закрепленном комментарии. Ну а с тобой был Ксизичи, спасибо, что послушал.